Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас на связи Игорь Мосейчук. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Ну, вы знаете, сегодня особенный эфир по-настоящему, ну, потому что кроме того, как разматывать зеленых гнид, мы обязаны и там вот этой традиционной преамбулы, что мы в прямом эфире приглашаем вас, давайте, в общем, задавайте свои вопросы. Сегодня не только вопросы, а еще и поздравления принимаются и в сообществе YouTube, и везде, потому что Игорю Владимировичу сегодня опять 25. Вот, поэтому с днем рождения, крепкого здоровья, сил, успеха и, конечно же, дома. Дома. С праздником вас. Спасибо большое, Александр. Благодарю Богу за все, что есть. Благодарю за прекрасную супругу, за прекрасных детей, сына Святослава, дочь Кристину. Благодарю за то, что отец есть, что он для меня сделал. Благодарю тещу свою Ольгу Георгиевну за то, что много лет заменяет мне мать. Благодарю всех друзей и наших зрителей за то, что смотрите, терпите, поддерживаете. Всем спасибо за поздравления. Честно говоря, знаете, Александр, я сегодня вот перед эфиром сидел и думал, знаете, наверное, когда тебя поздравляют генералы, армейские генералы, МВД, воры в законе и самые разноплановые люди, наверное, жизнь твоя удалась, и чего-то ты такие стоишь. Да, уж была такая песня. Знаете, я пил вчера у генерала ФСБ, у Шевчука. Поэтому будем почивать в честь праздника Игоря Владимировича сегодня очень интересными инсайдами. Поэтому, уважаемые друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подпишитесь на Мосейчука, Телеграм, Ютуб обязательно и оставьте свои вопросы в сообществе Ютуб, клубе зрителей. QR-код, который возле меня видите, это возможности канал поддержать и прямо на экран в реальном времени вывести ваш вопрос, мнение, пожелание. Если работает этот сервис, клуб зрителей, там есть возможность задать вопрос, сообщество также и чат подсоединим в самом конце и в самом начале. Ну, такой праздничный с точки зрения смысла, но достаточно важный вопрос ввиду всего происходящего и тех очень интересных перетрубаций, которые сейчас переживает украинская власть. Значит, верите ли вы, что Зеленский предстанет перед судом? Варианты. Да, трибуналом. Да, из-за бугра, из безопасности, это все там длинная волынка, он будет говорить, какой я за границей незламный был, потужный, оправдываться. В общем, все будет очень цивилизованно. Третий вариант. Нет, он еще и переизберется. Ну и четвертый вариант. Нет, о нем все забудут. Забудут, как о страшном сне. Какой вариант выберете? И то обилие информации, новое, пленки, полупленки, выдержки, моментики, фрагментики, которые мы сейчас имеем, и они, знаете, как вот потихоньку-потихоньку выливаются, на какой ответ толкают? Александр, я отвечу категорично. Вариант номер один. Я буду делать все, чтобы это произошло. Я сразу скажу, я готов абсолютно не претендовать ни на что после свержения режима Зеленского и его зеленых гнид, но готов принять участие в организации трибунала, в расследовании, предоставить материалы в любой ипостаси, работать над тем, чтобы этот режим и этот человек, который стоит во главе с его диктатор и узурпатор, понесли, и не только он, внимание, и не только он, понесли ответственность за смерти миллионов соотечественников, за разрушенную страну, за миграцию 10 миллионов людей, которые остались без крова и так далее. Я буду делать все, Александр, чтобы это
чудовище, я, ну, без преувеличения так считаю, понесло наказание. И буду делать все, чтобы это наказание было максимально строгим по отношению к нему и по отношению к его приспешникам. Потому что если кто-то думает, я наблюдаю за ним, и он как он как, знаете, истерика у него, как у Адольфа Алоизовича в апреле 45-го. Вот, ну, вот реально вот с этими санкциями Богдану, понимаете, с вот этим мы же находимся на самом деле, внимание, подозрение Дубинскому очень интересно, ну история. Мы находимся сейчас на новом витке репрессий. И эти репрессии будут увеличиваться, будут закручиваться гайки. Ну, я даже не знаю, как это аналогию провести. Это серьезный, ну, момент. Тут надо очень важно, ну, подойти к этому. Дело врачей. Что происходит на самом деле? Смотрите, пленки. Это не пленки, это материалы уголовного дела. Ну, надо прямо сказать. Это материалы уголовного дела, которые слили, я уверен, что слили набушники. Они передали материалы в суд, они стали доступны адвокатам. Сейчас можно вот тут вот, знаете, гадать на картах, на спичках, да, вытаскивать, еще что-то, кто на самом деле их слил. Но, передавая в суд, в НАБУ четко понимали, что слив уже пошел. А может, параллельно и передали, ну, там, Ткачу и... Чего он молчит? Кто он? Зеленский. Не-не, подождите, стоп, секундочку, подождите. Я фактически, да мы с вами говорили, мы ж вот эти точки, которые сейчас прозвучали, просто подтверждение, мы их обсуждали. Мы понимали, что в этом пакете ну, есть, да, плюс-минус. Мы там не знали точно, но я там часть слышал даже этих пленок. Я разделю на три основных момента, потому что там обсуждать, разбирать, вся передача уйдет, это уже неинтересно, жевали, переживали. Три основных момента. Момент номер один, Александр. Прошу обратить внимание. Вы помните, что в 2017-2018 году, еще до избрания Зеленского, и после сразу, что происходило в Укроборонпроме? Это очень важный момент. Внимание, очень важный момент. Стугны, вербы, нептуны. Да, это были вещи, которые были фактически, ну, экспериментальные, да, там, но это были разработки и во многом новейшие. И это был государственный концерн Укроборонпром. Мы помним Свинарчуков, мы помним вот эту всю историю, всю. Пришли определенные люди, порулили, и все где-то делось. По моей информации были украдены технологии. Ну, если не все, то большая часть. Ну, они испарились с Укроборонпрома. Были и испарились. А теперь ситуация, это я как фон дал, да? А теперь ситуация выглядит так. Ездит по миру наш незваный, вот этот тут со стендапами парень, да? И собирает бабло на обороноздатність страны, да, яка країни надо захистити. Ну, что должно было бы происходить? Собрал деньги, привез в Укроборонпром их, правильно? Бах.
и запустили производство. Но нет, нафиг нам госконцерн Оборонпром. У нас есть частная компания Фрипойнт, в которой друзья, подельники контролируют. Туда вливаются деньги, рассказываются стендапы о потужных перехватчиках, дронах, ракетах, все. Что-то летит на Москву, говорят, это фламиндичи, ну и так дальше, и так дальше. На самом деле летят образцы западного вооружения, британские в большинстве своем. Никаких перехватчиков дронов вообще в природе не существует. Это вот 2 дня назад вы видели, как в Тернополь штук 20 Ни одного прилетело. перехватчика. Да. Штук 20 и ни одного перехватчика. Стоит Тарас Пастух, глава ОВА, говорит, да нечем сбивать, нечем сбивать. При этом парень ездит, продает китайские образцы определенных вооружений на Дальний Восток. Коми-вояжер. Я прямо говорю, комик и вояжер. Коми-вояжер. Ездит и продает. Все думают, воздух. Не воздух. Британские образцы, там что-то, бриты не хотят, ну, влазят. А вот парень. Коррупция чистейшей воды. Ну, не просто, а госизмена. Ну, 111 на лбу. Второй момент. Очень важный. Вот такой кусочек разговора в 3 предложениях. Мы год с вами об этом говорим, что им война надо для обогащения. И тут мы видим в материалах дела, как они это обсуждают. Если война прекратится, бабло не придет. Правильно? Да, война – это экономика. Война – это экономика. Второй момент. І третій момент. Якась така собі хаза, малина, на которой сидят и решают. Бабки сюда, бабки туда, государственные, министра этого, министра того. Можно подумать, что воровская хаза. Малина, ну, сидят ребята, да, там, авторитетные. На самом деле шерсть. Ну, кто такой Миндич? Колбаски подрезать у Игоря Валерьевича. Соточку принести с гостями. Этот самый спинку помассажировать боссу. Вот это весь Миндич. И эти люди, благодаря Зеленскому, дорываются до власти, до тайных управленческих механизмов и до бабла сумасшедшего, даже не нашего бабла. Ну, конечно, они никакую войну не остановят. Что делает сейчас Зеленский? Почему он молчит? Вы правильно задали вопрос. Они готовят волну репрессий. Они выйдут сейчас и скажут, вот эти, вот эти, вот эти. И не он выйдет, прокурор выйдет. Даже, может, и не генеральный, какой-то там, ну, кого не жалко. Ну, кто потом ответственность за репрессии нести будет. Выйдет и скажет, вот, Дубинский там, ну, из тюрьмы передавал через адвокатов. Масичук, Шелест, Богдан там, да, там, где-то там в Австрии сидит. Они сорвали программу ракетного обеспечения. Они ее сорвали. Подозрения, санкции еще. Ну, понимаете, вот, тюрьма тут. Ну, по моей информации, готовятся как минимум еще несколько пакетов санкций. Так вы смотрите, если так перебирать людей, то это как-то по второму кругу. Давайте отдельно прокомментируем Богдана. Он сегодня вышел с заявлением, говорит это... Ну, он прямо не говорил, что он там передавал. Короче, критикуешь власть, получаешь. Понятное обращение, но из его спича можно было понять, что, ну, таки да,
да, то есть, и это очень классная история. То есть, если ты говоришь, что какая-то частная лавочка с каким-то названием и каким-то директором, который долгов у него, как, Фальшивым еврейчиком Штиллерманом, да, у которого понимаете? долгов в России, Вообще, за анекдоты. как у собаки блох. Причем вроде как не еврей, а прикинулся, понимаете, потому что в такой компании. Если ты об этом говоришь, если ты говоришь об этом, то ты, получается, кто? Ну, предатель. Ты слил там тайную информацию. Смотрите, Богдана не трогали. Даже когда он, помните, выходил к Гордону и рассказывал, как кинули Путина, о том, что Зеленский вообще не отстреливает, что такое политика, о том, как его Алла Борисовна, Андрей, да, но другой Андрей, не Богдан, а Андрей Ермак, собственно, как он с ним-то вась-вась, он его везде водил, то есть вводил в курс дела. Тогда, то есть сказать, что это за критику, я не могу. Я хочу вот прямо вопрос поставить, с вашего позволения. А, ну, вы судитесь по санкциям, получается. Я тоже сужусь по санкциям. То, что они там пишут, то, что там типа в засекреченной части дела, это там действительно летехой подписана какая-то справка, быстро на коленке, чтобы типа было хоть что-то. Там же принцип какой? Лишь бы что-то было, лишь бы какая-то там доповедная, еще что-то. Но Богдана за что? Не то, что за что. За критику не поверю. Ну, Он не публичный, он молчал. Значит, есть или какой-то финансовый поток, или какой-то шкурный интерес, или какой-то... Ну, вот когда мне говорят, вот, Зеленский просто его, типа, в общем, значит, он где-то перешел реально дорогу, раз вот такие действия. До этого же не трогали. три момента таких, ну, точечных, ключевых. Первое. Смотрите, Богдан, бывший глава офиса президента, он носитель тайн очень многих, потому что он как раз сопровождал, в том числе юридически, кампанию Зеленского и избирателей. Я скажу более. Поинтересуйтесь у Богдана, каким таким боком со второго раза Зеленский стал кандидатом в президент. Ну, вы рассказывали эту историю, да. Да, кто сколько возил, кто сколько носил и так далее, и так далее. Таких людей, как Богдан, ну, возле каждого лидера такие были. И что с такими делают? Как правило, представляют кого-то, да, со своих. Где-то, если приходится расстаться, там, где-то денежку дадут, где-то дадут на каком-то потоке посидеть. Ну, не ссорятся, не посылают, санкции не вводят. Ну, вы понимаете, да, Александр? Алогичное действие, алогичное. Это вообще, ну, политик так не поступает, государственный деятель так не поступает, это, ну, не поддается логике, да, ну, то есть, это взять и, ну, что-то он где-то нашалил, что-то где-то сделал, выйти взять, знаете, по морде отгепать и ожидать, что он не будет кусать, будет, конечно, теперь. Что может быть и могло послужить триггером? Несколько моментов. Момент номер один. Значит, Мендель. Мы прекрасно понимаем, что Мендель сама выписывать эти все художества, что она выдает, кто-то дирижирует. Может ли это быть Богдан? Может. Вполне. На Банковой могут это понимать, Александр? Могут. Ну, и знать, да? Могут. Значит, раз. Второе. Имеет связи в правоохранительной системе и особенно в адвокатской среде Бортон. Имеет. Это его среда. Могли ли передать через него те же материалы для кого-либо? Могли. А мог и он подтолкнуть, чтобы передали. Не через него, а просто, ну, понимаете, подтолкнуть кого-то. Ну и третий важный момент по Бортону. Смотрите, ввели санкции. Неизвестно зачем, потому что эти санкции ему как, ну, что, отобрать у него.
Но ввели перед тем, как пошла системная работа по многим активам. По множествам активам пошла системная работа. Например, Одесский припортовый. Вот прямо сегодня происходило собрание, там, которое должно было убрать директора, поставить исполняющего обязанности. И то, что этот исполняющий обязанности в рэкетирский способ бывший прокурор вымогал переписать санаторий завода «Карпатские зори». Мы же понимаем недвижимость в Карпатах, как выросла, да, с войной, ну, грубо говоря. Это никого не волнует. То есть они идут на продажу вот таких активов крупных, которые на самом деле являются, ну, жемчужиной промышленности и которые, обратите внимание, Россия не уничтожает. Почему? Потому что эти активы могут работать с Россией. Мы знаем, что ОПЗ это еще и труба с Тольятти, ну, кроме всего прочего. И там целый перечень вещей, которые они хотят продать, реализовать и все. Мог ли Богдан туда влезть? По моей информации, не просто мог, а где-то кого-то консультировал, ну и где-то влез. То есть вот этот комплекс, вот этот, он мог вызвать, плюс у Вовы реально же истерика. Ну это, ну, Так он же подождите, ну какая истерика? Ну, если так по геополитическим меркам посмотреть, у него все замечательно, его возят, с ним ручкаются Урсула, Кошта, Кая, приехал в Ереван. В Путин Ереване его не трогает. Путин не трогает. Приехал в страну ДКБ, где база российская. Ничего, нормально приземлился на самолете, вышел, Да, все на его базе встречают. слушать тех, кто под Бахмутом и Авдеевкой наших солдат убивал, ну, воевал, да? А тут приехал Зеленский, ходит, гуляет, все нормально, все хорошо. Плюс у него Я вообще скажу, Фица ему говорит, мы за тебя, Фица, которые вражи вот наши. этот сходняк в Ереване, я уверен на 1000%, без согласования с этим самым, с Путиным, он не мог произойти. Ну, не мог. А тем более, ну, визит Зеленского туда. Я возглавлял с 15 по 19 год группу дружбы Армения-Украина. Ну, Украина-Армения. И ее не хотели создавать, потому что типа полностью пророссийская страна не так в ООН проголосовала, ну как всегда. Я ему говорю, це ще при Порошенку было. Я ему говорю, ну вы вообще вменяемые люди, но если вы не работаете со страной, ну она же не изменит никогда, да, своей точки зрения, и лояльной к вам не будет никогда. Ну, дипломатия для этого и придумана, не для того, чтобы дверьми, ну, хлопать, а чтобы работать, правильно, ну, нарабатывать связи, все. Вот я возглавлял группу. Мне не рекомендовала ни СБУ, ни мои многочисленные армянские друзья, ни связи, ну, в других, да, там, ну, направлениях, ехать в эту страну. Потому что там российская база, на которую легко вывести, ну, кого угодно забрать. Потому что там российские спецслужбы прекрасно работают. Потому что там Кавказ рядом. Ну, мы понимаем, о ком я говорю. То есть Кадыров. А тут приехал. Туда-сюда, как это. Я скажу больше. Где-то месяц назад, меньше, там был один мой товарищ в Ереване. И говорит, слушай, ну реально, там спецслужб, разных спецслужб. Что собак не резан? Говорит, за мной ходили топтуны одни, топтуны другие, топтуны третьи. А Зеленский приехал, да хоть бы шо. Ну, значит, же ж можно. Понимаете? Значит, же ж можно. Нет, я к чему? Я к тому, что у него все, смотрите, как все хорошо. А вы говорите Но истерика. истерика у него по внутренней ситуации.
Александр, истерика в него по внутренней ситуации. Внутреннюю ситуацию эти все товарищи, партнеры, так называемые, которые отдают фити-мити ему, они же отслеживают тоже. И они видят, что происходит. И они понимают, что происходит с действиями ТЦК. Это же не просто действие ТЦК, а это уже переходит ну, сопротивление и противостояние. И таких, и это ж, ну, только в мозгах у Феди Венесвалского и ПСО снято на киностудии. А мы знаем, в Одессе каждый день один-два случая, один-два случая. В Днепре, в Киеве, да везде, на Закарпатье скандал. Понимаете? И это все, оно идет кучно, и оно идет к взрыву. Если это не изменить, может быть взрыв. Поэтому он истеричен. Система правоохранительная, ну, давайте скажем честно, она заточена под него, но она заточена воровать, а не заниматься правом. Да, и у него это ТЦК, это инструмент репрессий, неугодный на фронт, на мясо и так далее. Надо заставить что-то сделать. Или ТЦК, или делать то, что скажем. Ну, вот история с священниками, ну, на Закарпатье. Ну, это стопроцентно для того, чтобы заставить их уйти с УПЦ. Я, правда, не понимаю руководства ПСУ, хотя его тяжело понимать. Почему? Потому что ну, никогда те, кого силой заставили, ну, куда-то перейти, не будут служить. Более того, построенная таким образом церковь, это не церковь, и она развалится. Ну, понимаете, да, Александр, что я имею в виду? То есть, но это все в середине бурлит. Бурлит, бурлит, бурлит. Плюс до того, за границей настроения аж меняются. Кроме тех, кто сидит на пособии и лежит на диване, ну, украинцы, они все видят. И они начинают тоже бурлить. И когда я вышел 2 месяца назад и говорил о марше мира, то все смотрели, да, что Мосичук придумал. А сейчас уже фактически в каждой стране есть организована группа. Притом люди сами нашлись. И разных взглядов, абсолютно даже противоположных. Понимаете? И вы же понимаете, что Банковая это ощущает. Банковая это знает, ну, чувствует, видит через спецслужбы, через это. То, что в стране происходит, что не происходит, какие настроения в обществе. Они публикуют нарисованные на коленях соцопросы. Вы же видели на этой неделе, что же были? Ну, падает рейтинг у Зеленского, да, видели. Да, но они же не дописывают главной строчки, что 90% отказалось отвечать на вопрос. Игорь Владимирович, чтобы понять масштабы репрессий, так, или новый виток, или новая волна, новая глава, в общем, новая, да, итерация вот эта. Я когда-то пошутил, видимо, сглазил. Было несколько там, дней назад или эфиров назад. Так он уже против всех ввел. И так сижу, смотрю, там не против никого. Тут Богдан, да? Но сегодня очень интересно Дубинского приняли за госизмену. Причем там группа лиц, организация, он там через адвокатов передавал какие-то, а там публиковал человек, который сидел где-нибудь там за границей. Короче, все, госизмена. Госизменник. С 23-го года сидящий в СИЗО. Возникает, ну, такой понятный вопрос. То есть забрать телефон из СИЗО можно, шмоны провести можно. А сказать, что это там полностью было там не бесконтрольно, да можно даже физически повлиять на этого человека, например, ну, как бы, который в заточении. Но так, чтобы госизмену пришить через 2 года, там больше, почти 3 года отсидки, ну, это как-то очень странно выглядит. За что? За то, что YouTube, Telegram, ну,
какая-то странная логика. Интервью мне давал. Да. Вот. Да. Как это возможно и о чем это говорит? Ну, смотрите, во-первых, я опять же считаю, с юридической точки зрения это истерика. Ну, вы правильно сказали. Человек больше 2,5 лет в тюрьме. Что собой может предвидеть госизмена? Контакты с спецслужбами других стран. Разглашение военной тайны. Ну, или государственної. Яку государственну і воєнну тайну знає Дубінський, сидя в СІЗО більше 2,5 лет? Я дико извиняюсь, но запрета писать, так как когда-то Тарасу Григоровичу Шевченку, вы помните, да, или там русским тоже, там декабристам, ну еще кому-то, да, запрещали писать. Ну, в 21 веке такой нормы наказания нету. Ну, сидит Дубинский, до этого сидел Мосичук, брал листочек, излагал свои мысли, передавал через адвоката. Ну, нынешняя ситуация разрешает в суде записывать, да, ну, там видео. Передавал через адвоката, помощники публиковали. Это было при Януковиче, это было при Порошенке, когда меня закрывали. Никому не пришло в голову госизмену предъявить. Еще и притянуть помощников с адвокатами. Вы же понимаете, это организованная преступная группа. Притом я сразу скажу, что я понимаю человека, который, ну, знаю человека, который там, будем говорить, он находится вообще в Соединенных Штатах Америки, которые, я имею в виду, публикует, да, это все? Ну, от имени Александра. У меня вопрос. А как в Америке на это посмотрят? Ну, это выглядит как-то, ну, вообще. Я еще раз говорю, я думаю, что сейчас будет какое-то громкое дело, типа дела врачей. Куда пихнут старых, новых, всех, кого надо. И сказать, вот, мы раскрыли паутину Кремля. И Буданова туда за компанию. Так Для... Бутанов же сегодня опубличили, что у него Тигибко в советниках ходит. Тигибко. Ну, ходит-то и ходит. Вы понимаете? Ну, то есть, не, вы видели одного там товарища и чем он, как он кончил? Сколько сил повыдавал ГУР во времена Буданова на выезд за границу, на, ну, на массу вещей. Ну, ходит там Тигибко, там еще и Червоненко есть. Там еще кто-то есть. Ну, Усов, получается, Золотарев. не, ну, Усов понятно, потому что, ну, как бы вроде как с ГУРа, да, к нему пришел совет. Пора. Ну, смотрите, тут такой момент, очень важный. Кажется, вот что-то происходит в внутренней политике, но я не могу понять, откуда угроза идет. Ну, неужели с Америки? Трамп, вот на него посмотришь, на американскую сторону, Витков и Кушнер не приезжают, да и вообще делают вид, если так вот я анализирую, сейчас же там Иран, да, в шаге от возобновления, там уже там начинают, разлетались вот эти заправщики, короче, там вот именно сейчас пороховая бочка, там вот может новая итерация, корабли там стреляют и так далее. И на фоне этого выходит Трамп, и ему такое ощущение, что вообще по барабану все. Вообще непонятно, от Америки кто-то занимается, причастен к этому процессу, или оно на самотек идет. Если идет на самотек, пустили, то, так как то генератор неприятностей для Зеленского. Вот опять-таки, вы не ответили на вопрос по поводу там его радости Еревана. Ну так смотрите, у него все хорошо. Ну, то есть, вот только непонятен один момент. Ну, вот гипотетически. Вот сейчас передают, мы в прямом эфире 3 фугасных КАБа разорвались в Краматорске.
трое погибших, ну, там раненые и так далее. А я вот сижу и думаю, да елки-палки, так все прыгали по телеграм-каналам, по всем вот этим комментаторам. Ой, Чувашия, вот смотрите, долетела. Или вот смотрите, там в Бутово в Москве ну, приземлилась это, ну, в общем, дрон в дом. Да, вот смотрите, какие мы, вот смотрите, как классно. Сегодня, за один день, Запорожье, удар по предприятию, там, парковка, магазины, погибшие. КАП вот только что все в переполохе, ну, потому что Краматорск же, понимаете? Я не могу понять, откуда опасность следует Зеленскому. И действительно ли вот это вот бравада про парад 9 мая, вот на этот раз все серьезно. Ну не то, что там поговорить, знаете, а вот все серьезно. Запустит дрончик, получит развороченный, перелопаченный орешником центр Киева. Благо, что... Но там, ну это запрет на бесполетная зона над Капустиным Яром уже, в общем-то, объявлено. Олександр, тут, знаєте, від дурної голови рукам робота. У нас говорят, знаете, да, такую поговорку. Воно ж опять бегает языком плещет, где ни попадя, так как перед началом большой войны, так называемую СВО, да? Вы ж помните, как он в Мюнхене про ядерное оружие наговорил такого, что даже Харрис подошла, говорит, ты что, чокнутый, ты самоубийство совершил. Вот приблизительно то же самое. Пролетят дроны, летели, бомбили, парад, 9 мая, ля-ля, стендап, все вот так, лайки, репосты. Смотрите, не буде Україна ничего запускать. Какая-то третья страна, какую-то мини-паутину. Прилетело от 3 до 5 дронов. Их даже сбили. А может не сбили какой-то один. А в результате орешник, шмарешник, ядерка там, ну или еще что. Понимаете? То есть человек вообще не мыслит. Он даже не понимает, что он сам подставляет свой народ, город. Ну, понимаете, да? То есть все. Чтобы не оказалось пророчества, когда он по пустому Киеву, помните, в фильме бродил, ходил? А это тоже, Чуть. кстати, очень интересный тест. Там же как Минобороны говорит российская. Покиньте. Ну, то есть, а тут как понять, покиньте, не покиньте Киев. Ну, то есть... Ну, я бы рекомендовал покинуть. Александр, я бы рекомендовал гражданам нашим там на эти дни поехать где-то. Ну, мы видим неадекватность человека, он несет черти шо. Ну, во-первых, вообще с Днем Победы история, она до него началась, но при нем она, ну, вообще гротескно шизофренических, ну, размахов достиг. Ну, во-первых, я не понимаю, я и при Порошенко это раньше говорил, и сейчас говорю, а какого Бена украинский народ должен отказываться быть народом-победителем, которым он является, ну, во Второй мировой войне. Да потому что не Да? должно быть ничего общего с русскими. Ну, не должно быть. Подождите, а там же кроме русских было еще народов. Ну, а как ты будешь дружить с армянами, азербайджанцами, казахами и всеми остальными и с русскими по этому поводу? Тут же, понимаете, тут очень идеологически верная Нет, история. если мы не народ-победитель, то тогда мы с другой стороны были. Или как? Ну да.
Ну да, вы же видите, как тиражируются вот эти там, нашли, откопали там двух-трех этих стариков, которые в УПА были, а перед ними там ВСУшник это запустили массово по телеграм-каналам, что вот, типа, мы вот ваши наследники, вот это все, бить Россию, за Украину умереть, вот эти все моменты. Ну, я прозрел, когда это увидел, понимаете? Ну, Причем, во-первых, Александр, во-первых, историю УПА надо знать, понимать, читать, и у нее были абсолютно разные этапы, ну, деятельности. И, между прочим, несколько реальных боев было, в том числе и с немцами. Ну, не понравились они немцам, они их решили, ну, разоружить. Ну, а те решили повоевать. Но об этом же стараются не говорить. Понимаете, в чем вопрос? не-не, Пытаются... подождите, если они были с немцами, а потом что-то не поделили, это не означает, что они не были с немцами? Нет, так никто же не говорит, что не были. Ну, Ну, просто я не Александр, хочу вот это опять это понимаете, близится праздник достаточно светлый. Ну, а смотрите, мы... я же объективно люблю смотреть на исторические вещи. Откуда в первых подразделениях УПА вооружение? От Нахтигаля. Откуда Нахтигаль? Сформирован был Абвером. Ну, правда? Правда. Было? Было. Ну, то есть вещи надо называть правдивыми вещами. Ну, то есть нельзя говорить на белое, черное или что-то потерять по дороге. Ну, а что-то это сам. Поэтому, ну, я когда говорю о том, что были бои с немцами, я же не пытаюсь сказать, что святые там, ну и... Не-не, тут вопрос в другом. Вопрос в том, что даже тот эпизод, который, допустим, эти бои с немцами, которые еще 5-7 лет назад выпячивали тех, кто занимался пропагандой, ну, наперед, то сейчас вообще и не вспоминают. Да нафига? Ну нафига? Все. Мы были на той стороне. Более того, на сегодняшний момент официально пропаганда будет делать все, чтобы ну, перечеркнуть вообще историю 9 мая. Вы смотрите, что делает Путин? Путин делает очень, как по мне, красивый ход. Он говорит, я объявляю перемирие и 8 и 9 мая. Почему? Потому что он знает, что в части Европы так называемый день там примирения, памяти, да, это самое, 8. Ну ладно, вот я и 8 и 9, ну, чтобы окучить. А Зеленский приходит и говорит, а я начинаю перемирие с 5 на 6. Наверное, в честь моего дня рождения, я не знаю. Откуда взялась дата 5-6, ну, никто... Ну, Нет, там тоже очень интересно. Видите, есть начальная точка, но нет конечной точки. То есть я объявляю тишину с 0 часов в ночь с 5 на 6. Короче, с 6 числа, то есть с завтрашнего дня с 0 часов Украина объявит перемирие. А что это будет за перемирие? А до первой ракеты или Каба или чего-то, что прилетит с российской стороны, потом он выйдет и скажет, так какое перемирие на 9 мая, вот все, летим, бомбим, Красную площадь накрываем, штучный интеллект нарисует антидроновые сетки, что батуты натянуты, и все будет это самое, все будет типа А хорошо. потом разворотим Киев. Ну, потому А что, потом смотрите, разворотим Киев, а потом будем бегать и кричать «Трагедия!» ну да, русские негодяи вот таким образом. Подонки! Погибло сколько людей. Смотрите, Александр, сколько б там я, вы, там, кто угодно не обращался, не говорю, киевляне, выйти, ну, потому что шиза, ну, перекрывает уже все возможные моменты. Многие не выйдут. Многим некуда выехать.
А многие не выйдут из-за ТЦК, понимаете, да, то есть. А потом прилетит, разворотит, массовые жертвы будут ходить, показывать. Ну, мы же уже видели такие Нет, вещи. смотрите, тут очень важный момент. Нужно эту серьезность ситуации подчеркнуть. Россияне никогда так не делали. Они говорили, некие центры принятия решений. Ну вот всегда. А тут конкретно центр города Киева. Ну, то есть все, это улица Банкова, это вот эта вся история. То есть такого они не обещали никогда, вот такого предупреждения не было. И тут надо, как получается, испытать эту удачу, понимаете, Зеленского. Смотрите, я это самое, Александр, я с вашего разрешения проведу немного экскурс в совсем недавнюю историю. Совсем недавнюю историю. Смотрите, э, с начала войны, большой войны, был договорняк. Наши не бьют по Рублевке, они не бьют по Кончезаспе. Наши не бьют по Кремлю, они не бьют по Банковой. Ну, там были, может, кто-то, что-то, где-то, ну и так далее, и так далее. И сбой же произошел не с этим дроном, который на Мосфильмовскую залетел, че пропустили его, че что с ним случилось. Не-не-не. Сбой был в другом. Сбой был в покушении. Потому что все эти договорники проводили через господина Буданова и господина Алексеева, которого в Москве стреляли. Банкова сейчас активно схарчевывает историю, что за покушением на Алексеева стоит Малюк. Ну, это выгодно, и Малюка схарчуем, да, и стрелки куда-то, ну, переведем. Хотя, как по мне, логика не совсем работающая, потому что в момент покушения его как раз выносили, ну, вы помните, да, с этим опломбом с кабинета. Вот. Но с того момента произошел сбой. Доверия нету. Если раньше держали там слово, не стреляли, не это, не то доверия нету. Тут еще этот беспилотник на Мосфильмовской, тут еще угроза стендапа нашего коми-вояжера, этого комика и вояжера. Вот. И, соответственно, плюс в России начало проявляться недовольство. Недовольство затянувшейся кампанией. Недовольство, что Зеленский гуляет по Еревану. Ну и таких недовольств, это же не один, не два эпизода. Они там небольшие, но они накапливаются. Поэтому я не исключаю, что ситуацию... Дело в чем? Дело в том, что Зеленский привык играть в Чапаева, а Путин в шахматы. Понимаете? Хорошо, ну подождите, какой тогда сценарий этих лжеперемирий? Какое будет? Будет ли какое-либо? Или ничего не будет? А не будет никакого перемирия. Зеленский заранее он не захотел ответить и сказать, окей, 8-9 перемирия, мы там хоть людей ротацию проведем, кушать им привезем, чтобы крыс не ели и воду с луч не пили. Ну и так далее. Но он же этого не сказал. Более того, любое перемирие, я за, чтобы оно было подольше. Б, я понимаю, что с перемирия легко войти в переговорный мирный процесс. Ну, намного легче, чем с боевых действий. Но нет же, понимаете, нет же. Тут же ситуация в чем? Не в этом, а совершенно в других вещах. И на самом деле, то, что делает Зеленский, он провоцирует. Провоцирует эскалацию, поднятие планки войны. Вы говорите про дрон на Мосфильмовской, а не про
Феррипойнт, отсутствие беспилотников, которые перехватчиков, ну и украденные миллиарды. Ви про мільярди не говорите, ви говорите про Мосфільмовську, там якийсь дрон куда-то прилетел, ви говорите про санкции на Богдана, вы говорите там, ну, вы про все говорите, Не, только так дайте я смотрите, дальше тут же тоже, бабки пилить. Игорь Андреевич, тут же тоже такая интересная штука. Мне кажется, что, ну, мы неоднократно с вами говорили, и не только с вами, и постоянно, что, в общем, оторванные от реальности, ну, там, элиты эти, менеджеры, Ермак с женой, вот, оторванные от реальности, понимаете? А, Еще и женой? Ермак с женой со своей оторваны сильно. Ну, посмотрите, ну, как бы поймите, пожалуйста, ну, 450 тысяч, 400 тысяч, 250 тысяч. Они выходят и говорят, 250 тысяч. Ну, там, было 100 с копейками, 120, стало прям в 4 раза больше, ничего себе. Они говорят, а в тылу 30, не меньше, тысяч гривен зарплаты. Но тут вроде как все хорошо. Ну, все же должны порадоваться. Но я смотрю так на реакцию людей, ну, как-то особо, как-то никто не восторгается. Наоборот, полетело от военных, которые в тылу, причем такие с матючком, крепко там военные записывают, говорят, подожди, у нас зарплата 30 тысяч, мы там возим в тылу, ну, там, перевозим, охраняем, что-то как бы делаем. А индусу, который приедет во Франковск, и в Черкасах вообще мэр вышел, говорит, все, говорит, дороги будут строить, ну, латать на коммунальных предприятиях. Бангладешцы, пакистанцы, пожалуйста. Им платят, ну, чуть больше, там, 35, это минимум. Да, уборщик какой-то, и я военный, который в тылу, получается, а кого вы к нам сюда нагнали? А что происходит? Давайте вот... А происходит утилизация украинской нации. А что происходит? Происходит убийство народа, утилизация нации. Ну, что происходит? Я об этом говорил. Ну, они разрывают кровно-духовную связь мертвых, живых и нерожденных украинцев. Они превращают и говорят, ничего страшного. Вы видели, этот Гудыменко говорит, да вот эти все ухилянты, вот иностранцев оставляйте. Привозите, оставляйте, а ухилянты нам не надо. Они сознательно убивают народ. И кровно, и духовно. Разрывают вот эту связь кровно-духовную. И все. Это цель этой войны. Ну, давайте скажем честно, войну можно было избежать? Можно. Войну можно было остановить в Стамбуле? Так она практически была все решено. А позже можно было? Можно. А сейчас можно? Да и сейчас можно. Другие усилия и другие условия, Александр. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорят. А в нашем случае худшие условия. Мы еще можем, как Зеленский говорит, повоевать годик-полтора. А что мы на выходе получим? Нации не будет. Страна будет частью территории. Колония, она уже сейчас колониальный статус имеет. А там вообще колонистов населят пакистанцев, там, малазийцев. Там. Поэтому тут вопрос идет не о том, что там нравится Зеленский Мосейчуку, там, Шелесту, Богдану, еще кому-то, или не нравится. Есть люди, которые понимают и адекватно оценивают ситуацию, что происходит в реальности. А есть люди, которые готовы за 30 евро дальше прислуживать, ну и так далее, и так далее. Вот и все. Нет, тема с мигрантами, она гораздо глубже и серьезнее. Вы же понимаете, что вот они там говорят 450 тысяч там, до 2030 года. Ну, разные цифры называют. Кто говорит, сейчас там 45-50 тысяч. Игорь Владимирович, если их сюда завести,
то ты ж все, ты ж не сдыхаешься их. Ну, так абсолютно правильно. Так это их цель. Нам же что рассказывают? Говорят, ну посмотрите, в Америке живут же люди там, ну, разных национальностей, групп и все. Я говорю, все, да, все правильно, вы правильно говорите, успешная страна, все. Коренное население где? В резервации. Я не хочу жить в резервации. Я не хочу, чтобы мой народ жил в резервации. Хватит, что Зеленский зеленый концлагерь поставил. Да, друзья, подведем итоги нашего вопроса и в режиме Блиц ответы на вопросы Игоря Мосейчука. Я всех приглашаю на канал Игоря Владимировича, потому что там он проводит периодически такие тоже эфиры, стримы, отвечает на ваши вопросы, поэтому если что не успеем, то туда, по нашей старой доброй традиции. Верите ли вы, что Зеленский предстанет перед судом? 19% да, из-за бугра, из безопасности, в общем, это все будет такой типа суд истории. 23% нет, он еще и переизберется. 28% нет, о нем все забудут. Но тут, знаете, очень опасный вариант, вот 28%, и победитель, да, трибуналом, 31%, совсем чуть-чуть. Ну, мол, что-то такое произойдет, что о нем все забудут, понимаете? Ну, то есть, что? Трагедия Смотрите, какая-то, нет. понимаете? Я не верю. Трагедия, не забудут. Это раз. Во-вторых, сделаем все, чтобы не забыли. Сделаем все, чтобы не забыли. Ну, в общем, победил вариант трибуналом. Давайте переходить к вопросам зрителей. Режим Блиц, пожалуйста. Друзья, не забудьте поставьте лайк. Это прям очень важно для Ютуба. Ну и для каналов, которые там под санкциями, которые всячески щимятся Зеленским. Еще при той старой волне закручивания гаек. Так, значит, вопрос. Игорь от Петра. Пленки Миндича, продукт Вашингтона, яркий, ароматный, но на вкус какой-то несъедобный. А вот продукт, который наверняка в закромах Богдана, может быть и съедобным, и вываленным на прилавок. Там ведь еще слышится легкий аромат продукта из закромов мадам Мендель. Вывалят? Смотрите, пленки Миндича, американский продукт, Богдан. Смотрите, я далек от этого всего. Это продукт Цукерманов, Шпиллерманов, кто там еще, Миндича и других Зеленских. Это же не говорили, их что, американцы заставили говорить? Может, это американцы им яички в двери вставили и придавили, а они пищат там бегают по Израилям или везде. Не, это они говорили, это они совершали преступление. Более того, я вам скажу, это ж не конец. Мы четко понимаем, четко знаем, я знаю точно, да я думаю, Александр это знает, что есть еще же одна порция пленок. И там есть сам Вова, тот, который кончезасповский, это самое, с домиком и бассейном, за который он нас предал. Там есть Елена Зеленская, которые обсуждаются вопросы, опять же, выведения денег через фонд и так далее, и так далее. Там есть еще ряд вещей, от которых начнут волосы шевелиться у украинцев на голове. И тут продукт Мендель или это самое, вы знаете, я далек от мысли, что Мендель вообще что-то может сама продуктировать. Поэтому я и сказал, что именно на Богдана, ну, это реально подумать, ну, в этом направлении. Ну, вот такая где-то история, а чем она закончится, будем, так сказать, видеть. Ким задает вопрос. Добрый вечер, Александр и Игорь. Сколько в общей сложности Украина набрала кредитов и чем будет расплачиваться? Землей? Смотрите, Украина набрала кредитов сколько, что ничем рассчитаться не может. Плюс есть столетнее соглашение с британцами, которое никто в глаза не видел. И редкоземельное соглашение с США, которое видели там на 10%, ну, грубо говоря.
Фактически страна продана уже, поэтому путь очень простой. Надо не бояться дефолт, бороться за суверенитет, посылать, разрывать договора. Ну, по-другому нет, по-другому колония, разделенная на части. Как в Мгм. сериальчике этого коми-вояжера. Синяя борода. Скажите, Игорь, ЕС готова платить за смерть украинцев, оберегая себя, но женское население Украины начинает отчаянное сопротивление ТЦК. Вы верите, что матери, сестры смогут повлиять, и почему никто не организовывает эту группу населения на сплочение общей беде? Это же самый сильный электорат и сила. Или остались лишь те, кто не смог покинуть страну, смирившись с судьбой? Благодарю, всем добра. Ну, на самом деле осталось действительно мало. На самом деле женщины сопротивляются. Наша задача поддержать их. Я, например, скажу так, что мы инициируем, допустим, 9 мая проведение флешмоба, чтобы, во-первых, и почтить память воинов, которые принесли победу во Второй мировой войне, а во-вторых, чтобы требовать мира от Путина и Зеленского, Зеленского и Путина, от руководителей стран, которые зарабатывают на войне и так далее. Поэтому, друзья, выходите 10:30, давайте покажем, что большинство украинцев хотят мира. Мы, например, выйдем в Вене к памятнику освободителям и возложим цветы. Ну, по крайней мере, за границей же ж бояться не надо. И поддержим женщин, в том числе тех, кто в Украине сопротивляется режиму. Мгм. Так, значит, вопрос Игорю. Как-то совсем быстро на четвертый день исчез резонанс к Голосеевскому стрелку Васильченкову. Как вы считаете, резонанс упал в связи с причастностью Васильченкова к ВСУ или чтобы не акцентировать внимание на непрофессионализме полицейских? И, конечно же, с днем рождения Игоря, долгие лета попутного ветра в делах и штиля в семье. Спасибо большое за поздравления. Второе. Полный непрофессионализм полиции, никто не наказан. Такое, полицейские вышли под заставу и все. Повоняли и забыли, как говорил Зарян Шкиряк. Считаете ли вы правильным, Елена пишет, в условиях отказа украинцев от совместного советского прошлого и гордости за победу над фашизмом сохранить гордое звание и табличку «Город-герой Киев» на Кремлевской стене в Москве? Меня мало интересует, что сейчас будет висеть на Кремлевской стене. Меня больше интересует, чего хотят украинцы сами. Вот вы говорите, украинцы там отказываются. А кто вам такое сказал? Вова Зеленский отказывается? Или Миндич отказывается? Или Цукерман? Или кто отказывается? Ну, давайте не будем говорить за всех людей. Я говорил и повторюсь. На все вопросы, которые разделяют общество, должен быть наложен мораторий. Если люди хотят почтить память своих дедов, они на это имеют полное право. Если люди хотят и будут праздновать День Победы, они на это имеют полное право. А когда власть пытается манипулировать этим, то она пытается, кроме всего прочего, разделить людей, натравить людей и все. Празднуют, не празднуют, еще что-то, ну и так далее. Так, вот такой вопрос. Из чата трансляции переносимся в чат от Елены. Разве Россия является агрессором, если Игорь признает, что Зеленский клоун с Европой несколько лет провоцировали Путина на войну? Послушайте, провоцировали, с ума сходили, языком молол. Это не оправдывает то, что произошло. На момент начала так называемого СВО, а точнее полномасштабного вторжения,
рейтинг Зеленского находился где-то ну, вот, близко к плинтусу. И только начало боевых действий, начало большой войны подняло Зеленскому рейтинг, вознесло его, он начал ходить, ему парламенты мира аплодировать начали. Ну, все помнят. Поэтому давайте быть объективными и называть вещи объективными вещами. Ответьте на эти два вопроса, и вы поймете, за что санкции на Богдана. Куда сейчас хочет попасть Ермак? И может ли Богдан своим адвокатским авторитетом блокировать это решение? В скобочках подсказка. Высшая Рада правосудия. Я дам ответ по-другому. Ермак хочет возглавить вместо Езавитовой ассоциацию адвокатскую и войти потом уже в Высшую Раду правосудия. Может ли этому противодействовать Богдан? Может. Будет? Будет. Что с санкциями, что без санкций? Понимаете? Ну, тут же тоже... Какая разница? Он или может, или не может. Санкции на это не повлияют от слова вообще. Ну, санкции, да, в прямом смысле слова, да. Но видите как. А говорил же, воевать пойду, в ВСУ отправлюсь. А теперь трется с военными, как в роли адвоката. Ну, точно это не для того, чтобы. Это для того, чтобы попасть в эту Высшую Раду правосудия, для того, чтобы остаться. Возьми и положи. Да. Так, значит, Игорь, прокомментируйте, пожалуйста, последнее заявление Коломойского о том, что война продлится еще 3 года. Смотрите, Коломойский и его заявления. Не только это, а любые заявления Игоря Валерьевича. Игорь Валерьевич почти 3 года в тюрьме. Игорь Валерьевич намагается петлять, намагается придумывать, намагается привлечь к себе внимание. Вы помните, я сделаю заявление, я сейчас всех порву, потом какая-то вообще абсолютно дичь, и все. Поэтому рефлексировать на заявление Коломойского, а почему 3, а не 2? А почему 3, а не 5? Я бы не рефлексировал на заявление Коломойского вообще. Не делайте из него гиперлома, не демонизируйте, ну и так далее. Так, почему георгиевская ленточка на Украине вне закона? Учреждена... Потому что такой закон принял, и потому что те, кто первые диверсионные группы заходили в Украину с территории Российской Федерации, использовали ее как маркер. Ну, так У меня встречный вопрос тому, кто задал этот. А скажите, пожалуйста, а в каком году георгиевская ленточка начала использоваться после Второй мировой? Ну, смотрите, человек приводит в вопросе, что георгиевская ленточка учреждена Катериной II, 1769 год, а вторая Екатерина инициировала создание почти всех крупных городов Юго-Востока. Очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Кто что инициировал, создавал и все. То, что расстроили без, я еще раз говорю, без вопросов, не создание, а, будем говорить, разбудову, да, так скажем, это раз. Во-вторых... Игорь Владимирович, ну что вы, Что? Город основной, подождите. Какой? Так Любой. Николаев, Херсон, Одесса, Лисичанск. Одесса была основана князем Витовтом. Да все, конечно. И обязательно и казачье поселение было. Город городом стал. Когда? Нет, так я же еще раз, я сказал, расстроить, да, не надо Я говорю, город основан тогда. Вы говорите, нет. Крепость основана была... Короче, Александр, я просто к чему? Нет, я к чему? Я к тому, что... Давайте сделаем исторический эфир
И с исторической точки зрения будем спорить. Потому что иначе я начинаю перечить самому себе. Табу. Так не надо себе самому перечить, друзья. Так не надо вам, я буду говорить тогда, я не буду обговаривать эти вопросы. Вот у вас такая точка зрения, у Нет, меня я просто, другая. смотрите, Я все имею имеют, право на свою, я докажу. Я возьму все, летопись и докажу. все имеют право на точку зрения. Нет, Вопрос-то, так вы смотрите, услышьте меня. так вы тоже меня услышите. Город, как урбанистическая ячейка, как понятие город. Построен был итальянцами во времена Екатерины II. Какое она отношение к итальянцам, которые строили Одессу на месте крепости, можно основанной князем Так, Витовтом? так это потрясающая логика. Так можно сказать, что Донбасс основали бельгийцы, вот эти бизнеса, кто Не-не-не, там и подождите. так далее. Они Стоп, же отстраивали подождите. там все. Подождите, если мы говорим, допустим, о Николаеве, то роль Потемкина и Екатерины, она есть. Но если мы говорим, ну вам нравится, что Екатерина, говорите, что Екатерина, если вам, а мне не нравится, потому что с исторической точки зрения по-другому было. Ой, ну, смотрите. Ну, а как вы хотели? Прямой эфир, друзья. Что? Вот мне просто интересно, знаете, вот это тоже... А что вот при Зеленском? Вот эти... А при Зеленском великий ніхуя. Вы же, нет, вы понимаете, просто тут же как имеется при Петре, при Екатерине, при ком-то, да, то есть там, а вот при Зеленском, а при Зеленском... А при Зеленском просрали все, что можно было просрать. Причем и Екатерина, что создавалось и при Екатерине, и при всех остальных, и при, собственно, при советах и так далее. Смотрите, я нормально отношусь к периоду, когда территория Украины входила в Российскую империю, развивалась и так далее. Я просто хочу с исторической точки зрения подходить абсолютно справедливо. И если юг действительно Украины осваивался при Екатерине и при Потемкине, то там с Одессой есть некоторые вопросы, которые мы можем обсуждать, но в рамках исторического эфира, а не политического. Да, друзья, всем большое спасибо. Вообще очень много пожеланий, хороших, добрых слов. Игорю Владимировичу обязательно приятно, все желают вам здоровья. Я все прочитаю, постараюсь даже ответить. Спасибо, друзья. Да, мы очень всем благодарны за то, что следите, за то, что смотрите наши эфиры по вторникам. Видите, этот вторник не стал исключением даже по такому случаю. Давайте ценить общение друг с другом. Причем никто же не требует соглашаться, не соглашаться, противоперечить себе, не перечить. Важно-то другое. Важно то, что мы вместе, и мы говорим, не молчим. Вот это очень большая диковинка, вот это очень большая ценность, вот это очень важно. Не молчать. Игорь Владимирович, я благодарю, что не молчите. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, поддержите канал Шелеста, он подсанкционный, он нуждается в вашей поддержке. Лайком, репостом, комментарием, обязательно подпиской. И будет вам счастье, и будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Берегите себя, добра и света.